Тельцы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и сегодня мы с вами будем разбирать очень такую интересную, глубокую тему, а именно задача вашего кармического воплощения, конкретно вашего знака зодиака. Естественно, что это будет общая, обобщенная информация для вашего знака. Наиболее точечно это, если вы будете просчитывать индивидуального кармолога, исходя из вашей даты и времени рождения, чтобы получить максимально точную информацию. Но, тем не менее, сам факт, что вы родились под эгидой этого знака, будет на вас откладывать свой отпечаток. Поэтому мы посмотрим, скажем так, общие энергии, которые вы так или иначе в любом случае будете прорабатывать в своей жизни. Ну а там в дальнейшем вы уже можете просчитать такие вещи индивидуально, обратившись за помощью к кармологу, нумерологу или, может быть, астрологу. Итак, начнем. Вы соответствуете второму дому гороскопа, и вашим управителем является аркан Иерофант, он же папа, он же жрец. Аркан духовности, аркан роста, аркан наставничества. Вы скажете, каким же образом, по сути, идет здесь взаимосвязь с кармой, с этим арканом и с вами в целом? Тельцы сами по себе, поскольку мы, так я как ты тоже телец, да, нам покровительствует стихия Земля, и по сути нам доступно все, что она нам может дать. Ну, правда, не за красивые глаза, потому что любому представителю знака зодиака Телец приходится очень много трудиться. Но если вы хорошо трудитесь, то на любом поприще ваш труд будет хорошо оплачиваться. Потому что, по сути, за счет вашего упорства, трудолюбия, вне зависимости от того, тельцом какой декады вы являетесь, если вы трудолюбивы, вы добиваетесь любой цели и вы зарабатываете хорошие деньги. Потому что для вас основа – это материальное. Ну вот второй дом – это дом денег. Поэтому действительно для тельца деньги – это все. Потому что для вас крайне важен материальный план, быт, комфорт, потому что вы любите, чтобы дом была полная чаша, чтобы все было в доме, в семье. Да, иногда это может быть как маниакально в чем-то превращаться в накопительство. Не только материальных благ, ну, допустим, в моем случае, там это колоды Таро, да, у каждого свои, у каждого свои могут быть какие-то нюансы. Потому что бык – это воплощение скрытой силы и энергии. И когда у вас вы ощущаете есть материальная база, вы, так сказать, крепко, спокойно спите и можете двигаться вперед. Но если мы обратимся к древним источникам, то астрологический знак Телец изображен как крылатый бык, который пытается освободить свое тело от притяжения Земли. Поэтому здесь не все так просто. Иными словами, Телец, который легко получает все доступные его уровню материальные блага, будет испытывать глубокое моральное удовлетворение только от земных дел. И представители этого знака быстрее других начинают понимать, что не все в этом мире можно измерить деньгами, материальным достатком, и не все можно наработать упорным физическим трудом. Поэтому здесь очень важно понимать о скрытом потенциале. А непосредственно, чтобы для того, чтобы добиваться богатой жизни, здесь нужно развиваться духовно. И тогда вы получите все то, о чем вы мечтаете на материальном плане. Вот поэтому у вас непосредственно вашим проводником является аркан Жрец. Потому что такое жрец? Жрец – это вера, это культура, это религии, это нормы, это законы, это догмы, это традиции, это устои. Это мировой правопорядок. Это быть духовным проводником, учителем, наставником. Это окрылять. Это произрастать мудростью, это делиться опытом, навыками. Это действительно помогать людям идти на путь истины. Вот когда вы будете сосредоточены на духовном, вот тогда к вам будет всячески идти материальное. И неважно, в какой сфере вы пытаетесь себя раскрыть или реализовать. Потому что, вот как яркий пример, очень много учеников ко мне приходят с запросом: скажите, если у вас я пройду курс обучения, смогу ли я с первых же месяцев хорошо зарабатывать?
Когда телец идет в какую-то нишу только ради материальной выгоды, но нет в этом абсолютно никакого ни комфорта, ни духовного роста, ни страсти, все, это сразу же будет провал по деньгам и по здоровью. Вот вы здесь несколько сродны с энергиями Овна. У них также вы должны гореть своим делом. Это, можно сказать, обобщить и для всех знаков зодиака, но у вас с Овном это наиболее выраженные качества, поэтому для вас должно быть духовное на первом месте. Когда вы понимаете, что вы несете пользу людям, что вы сами в этом реализуетесь, раскрываетесь, что вы от этого кайфуете, что вы находите в этом какое-то свое предназначение, а вообще по жрецу это еще быть наставником, это в любой нише дарить опыт, навыки, передавать эти навыки, то тогда вам не будет равных. Помимо всего прочего, если смотреть в целом вопрос кармы, вернемся к кармической задаче, то здесь основная позиция – это вопрос внутреннего беспокойства, неудовлетворенностью своей жизнью, потому что очень часто концентрация только на материальном плане. И вот здесь нам нельзя зарываться в бытовых проблемах. Почему? Потому что когда вы раскрываете духовную сторону физического плана бытия, вот тогда вы, знаете, как через духовную сторону обогащаетесь, получаете материальное. Поскольку у тельцов на повестке дня жрец – это также официальная семья, это нормы, это традиции, это стремление быстрее создать семью, детей, но не зарываться полностью и всецело, знаете, как не жертвовать собой ради семьи. Потому что здесь вам крайне важно осознать моральные ценности, делиться и, знаете, как иметь развитие. Если вы будете сконцентрированы только на вопросах семьи, на своем внутреннем мире, то вы начнете прозябать, скажем так, в первую очередь энергетически, поэтому делать этого не стоит. И если смотреть еще такого в более глобальном смысле, карма тельца. Она в первую очередь говорит о том, что вы должны использовать те ресурсы, которые у вас есть. Тогда вы всегда сможете сделать свою жизнь комфортной и безопасной. Да, для тельца очень важен достаток. Больше, чем для любого другого знака зодиака. Кроме того, вы слишком стремитесь к спокойной жизни, и преодоление этих зависимостей и есть главные кармические задачи всех тельцов. Почему? Потому что большинство из нас, да, знают, как собирать и приумножать богатство, и со свойственной нам практичностью постоянно спрашиваем себя: так, я себя не обделил, это мне пригодится в хозяйстве и так далее. Поэтому здесь в первую очередь, помимо комфорта и безопасности для себя и для своих близких, нужно думать о вопросах духовности. Вы для кого-то наставником, мощным стимулом для того, чтобы менять жизнь других людей в лучшую сторону. И самое главное, вы должны понять, что спокойствие и уверенность можете найти только в самом себе, а не во внешнем мире. Вы должны понять, что значимость человека как личности определяется не состоянием его банковского счета. И еще такой нюанс. Секрет счастья для тельца состоит в умении быть благодарным. Причем это чувство не только поможет вам справиться с ощущением недостатка, но и раскроет его внутренние ресурсы, поможет увидеть и использовать те ресурсы, которые есть в окружающем мире. Потому что именно чувство благодарности помогает человеку открыться для энергии Вселенной. И поскольку для нас крайне значимая и важна, вы посмотрите, ось 2-8 домов, то есть то, что стоит, да, вот напротив. 2-й дом – деньги, ресурсы, богатство. 8-й дом – это чужие деньги. То есть из серии, чем больше вы отдаете кому-то безвозмездно, то занимаетесь благотворительностью, помогаете, отдаете, тем больше вам приходит чужих ресурсов. Для вас это норма, это закон, который работает, ну вот просто, ну знаете, как все. Это как для вас статут, который является неизменным. И если вы хотите, чтобы у вас хорошо работал финансовый канал, у вас благотворительность должна быть, ну, фактически на ежемесячной основе, на постоянной основе. То есть минимум принцип десятины вы должны соблюдать. Но и помимо всего прочего, почему крайне важно быть благодарным? Потому что здесь это станет для вас привычным состоянием духовной полноты, и тогда в этом случае ваша духовная и главная кармическая задача будет выполнена.
Но мы, конечно же, посмотрим с вами абсолютно все дома и какие кармические узлы еще могут быть, на чем вам нужно будет делать акцент, чтобы их проработать. Начнем с первого дома. Итак, по первому дому у вас здесь ложится двойка мечей. Поскольку у нас первый дом с вами отвечает, ну, в первую очередь за наше «я», наше позиционирование, за вопросы общения с социумом, это наша внешность, это наш характер, это сама по себе ситуация нашего внешнего облика, конституции, манеры, темперамента, типа самовыражения, восприятия себя. По двойке мечей это не то, что для нас значимо или незначимо. Для нас, ну, скажем так, это не является основным каким-то моментом, потому что вы уверены в себе. Вы понимаете, что не то, что внешность не главное, но важна внутренняя энергетика и тот посыл, с которым вы идете в социум. Поэтому здесь я не вижу у вас блоков или каких-то кармических проблем. Тем более достаю дополнительный аркан. Здесь ложится паж кубков, паж чаш, который четко говорит, что вы гармонично и позиционируете себя в социуме, и то есть проблем с самовыражением, самоидентификацией, вопросами внешности или чего-то еще у вас здесь нет. Вы достаточно уверены в себе. А вот теперь посмотрим с вами второй дом. Что у вас идет по второму дому, по точке возможностей? Здесь ложится паж мечей. Вот здесь постоянная ситуация поиска. Больше, выше, сильнее. Потому что здесь вам крайне важно, чтобы у вас были ресурсы. Причем не только ваши, а обратите внимание на одну колоду, здесь ложится аркан влюбленный. Чтобы вы эти ресурсы получали еще от партнеров, будь то партнеры по браку, деловые партнеры, социум. То есть вам крайне важно, чтобы не только вы, как пахота, да, пахарь пахали, но и чтобы кто-то вкладывался финансово в вас. То есть для вас это априори важно. Хотя, скажем, мы дойдем, конечно, еще до 4-го дома, до 7-го дома, но основная ошибка кармическая женщин знака зодиака Телец, хотя мы действительно являемся меркантильными, материально это как основа безопасности. Здесь нельзя ни в коем случае выходить замуж по расчету. То есть никто вам не говорит, что ваш партнер должен быть несостоятельным или беден, но строить отношения вы должны в первую очередь по любви. И если изначально будут отношения построены по материальным каким-то принципам, это такая будет сложная для вас кармическая задача, кармический узел, который вам придется разгребать очень долго. Поэтому задумайтесь над этим. И кто строит взаимоотношения только исходя из, скажем так, банковского счета вашего партнера или партнерши, задумайтесь над этим, потому что тем самым себя закапываете. У вас должны идти чувства и эмоции, а потом уже финансовые возможности вашей второй половины. Поэтому здесь паж мечей — это постоянно как увеличить доход, как сократить расходы, как достичь больших ресурсов, большего благосостояния и так далее. Но, тем не менее, по пажу мечей, как мы видим, поскольку вы постоянно ищете, деньги к вам приходят легко, и здесь финансовых проблем у вас нет. Если вы трудолюбивы, по пажу мечей вы всегда найдете способ, как заработать. Третий дом, дом коммуникации. Здесь у нас ложится 7 чаш. Поскольку у нас третий дом — это взаимоотношения братья, сестры, соседи, то есть приятели, коллеги, это то есть наше окружение, помимо всего прочего, это выражение, то есть это в первую очередь, знаете, как коммуникация, грамотно составить какую-то бумагу, документ, изложить мысли на бумаге, то есть письма. Здесь идет корпоративная какая-то переписка. По 7 чаш это умение изложить свои мысли, свои эмоции, причем очень красочно, очень конструктивно, поэтому, знаете, как достучаться до вашего собеседника. И поскольку этот дом у нас еще отвечает за вопросы начального, среднего образования или дополнительного образования, то есть курсы, мастер-классы, вебинары и бизнес-тренинги, то по 7 чаш это еще опять же задача учиться. Тем более жрец, у вас основа кармы, это набирать как можно больше опыта, чтобы потом вы могли этот опыт, навыки отдавать. Поэтому одна еще из таких вот кармических задач, но у вас здесь все легко, проблем с этим нет, это вопросы получения максимального количества знаний, то есть впитывать в себя как губка. Теперь смотрим с вами 4-й дом. Что у вас здесь в плане кармической задачи?
Здесь ложится рыцарь чаш. Ну, это то, что вас подпитывает эмоционально, потому что ваш дом – ваша крепость. По рыцарю чаш вам должно быть комфортно в вашем доме, как вам, так и вашим гостям, потому что поскольку 4-й дом отвечает за семейные корни, за родительский дом, за вашу собственную недвижимость, за ваш очаг, это взаимодействие с семьей, то есть отец, мать, ваша вторая половина. Вот здесь по рыцарю чаш это место силы, потому что вы напитываетесь эмоционально, вы получаете здесь невероятную поддержку. И самое главное по рыцарю чаш это настолько должно быть уютно и комфортно, чтобы вы могли зарыться как в свою раковину. Поэтому здесь я не вижу у вас проблем, здесь наоборот вы просто получаете силы, получаете ресурсы, но для вас здесь нет каких-то узловых кармических точек. Смотрим 5-й дом, что у вас по 5-му дому. По 5-му дому добрый вечер. Почему? Давайте разбираться. Итак, что такое у нас 5-й дом? 5-й дом у нас отвечает за развлечения, игры, за наши прихоти, за разного рода удовольствия. Это и азарт, и творчество, искусство, и вопрос успеха, славы, и удовольствий, любовь, и эротика и так далее. И вот башня как раз очень часто говорит не то чтобы о вашей несерьезности, здесь может быть вопрос неудачных отношений, вашей влюбчивости, которая приводила к каким-то разочарованиям, или у кого-то, знаете, говорю, несчастная любовь, несчастная влюбленность, или ситуация, когда не сложилось, или вам не ответили взаимностью. Поэтому для вас это такая уязвимая, болезненная точка по аркану башня. Но давайте мы с вами просмотрим, как это проработать. Как вам, и, кстати, могут быть напряженные взаимоотношения с детьми, то есть конфликт отцов и детей, потому что вы здесь хотите опытом, наставничеством, как лучше, а по факту получается как хуже. То есть можете задавить какими-то своими догмами, нормами, правилами, ГОСТами, жить по традиции, по вашим семейным устоям, которые вы позиционируете в семье. Итак, как вам проработать эту ситуацию? Что мы здесь видим? Рыцарь монет, 4 чаш и 10 пентаклей. Даже если у вас были, так сказать, неудачные влюбленности, не циклиться на этом негативном опыте, отпускать ситуацию. И, в принципе, формат свободных связей не для вас, потому что, если смотреть по этим картам, вы должны быть сконцентрированы, у вас даже жрец. Это традиционные отношения, это семья, это стабильность, это быт. То есть я не говорю, что вы не успели познакомиться, должны видеть в партнере или партнерше мужа или супругу. Нет, это не так. Но не искать просто каких-то легких одноразовых связей, то есть ради секса, ради довольства или увлечений. Вы должны быть сконцентрированы на стабильность, позиционировать так себя в общении, в союзе. И когда вас увидят, что вы готовы к серьезным отношениям, а не мимолетным, вот тогда вы меньше будете избегать разочарований. И самое главное по этим картам, вам категорически нельзя строить отношения, вступать в союзы, в любовные связи с несвободными людьми. В этом случае для вас, понятно, что ситуации бывают разные. Я открою. По 6 чаш эти отношения просто будут в прошлом, и вы будете жить в прошлом воспоминаниям и иллюзиями. Поэтому, чтобы проработать эту тему, эту ситуацию, вы должны отказаться от такого формата взаимоотношений. Поэтому 5-й дом для вас уязвимая точка. Смотрим 6-й дом. Дом работы, здоровья, болезней, лечения, домашних животных. Что у вас здесь? Здесь ложится аркан дурак, здесь легкость. Объясню почему. Потому что по дураку вы с легкостью можете начинать любой этап в плане работы, карьеры и реализации. То есть вам здесь все по плечу, все подвластно. Но единственный такой негативный момент по дураку – это легкомысленное отношение к здоровью. Это ситуация, когда вы действительно забиваете, не буду говорить что, на себя, то есть по принципу поболит и перестанет. И это потом приводит к хроническим заболеваниям и как следствие ситуация, когда вы вынуждены находиться на учете у врача с какими-либо хроническими заболеваниями. Смотрим, как вам проработать эту ситуацию.
девятка жезлов, девятка мечей и король пентаклей. То есть в первую очередь у вас должны быть налажены ситуации, то есть закрыться от стресса, то есть научиться расслабляться, медитировать, переводить себя в состояние покоя, то есть ощущать безопасность. Вам нельзя переживать, эмоционировать и стрессовать. И второй момент по королю пентаклей. У вас застойный образ жизни. Может быть в большинстве сидячий и так далее. Поэтому здесь больше активности, больше движения и более легкая пища, потому что по королю пентаклей, как говорится, много, много, как говорится, да, и чтобы пища была ощутимой. Вот этот подход нужно здесь, конечно же, менять. Смотрим 7-й дом. Что у вас по 7-му дому? По 7-му дому у вас здесь ложится король монет. Ну, вот то, о чем я вам говорила здесь по ситуации. Почему? Потому что для вас важны стабильные отношения и, ну, не могу сказать прям состоятельные отношения, чтобы ваш партнер или партнерша были реализованы, самодостаточны, хорошо зарабатывали, потому что для вас это важная составляющая. Есть финансовая стабильность, значит, вы ощущаете себя в ресурсе, что отношения безопасные, ресурсные и долгосрочные. Но здесь проблем в плане построения личных, деловых или партнерских отношений у вас нет, потому что вы здесь нацелены на результат. Если мы с вами будем просматривать 8-й дом, что у вас здесь по факту? 8-й дом, десятка пентаклей. Ну, кто бы сомневался, дом чужих денег. Давайте и как можно больше. 10-й дом, поскольку у нас это дом, как его еще говорят, точка, простите, 8-й дом, как мы говорим, дом жизни и смерти, или это просто дом чужих денег, общих капиталов, ну, допустим, это финансы вашего партнера или партнерши, или партнеров по бизнесу. Это дом наследства, страховок, завещания, преобразования, продолжительности жизни, все, что касается тайн, секса, оккультных способностей и так далее. Так вот, но здесь десятка монет четко говорит вам о ситуации. Если секс традиционный и семейный, оккультные способности, которые по наследству. В плане продолжительности жизни в массе своей долгожители. Если смотреть вопросы общих капиталов, люди, которые получают наследство, создают хорошую финансовую подушку безопасности сами, в паре. Ну и, конечно же, зарабатывают при помощи партнера или партнерши. И не говорю, что, допустим, партнер или партнерша могут быть бизнесменами, нет. Но здесь идет акцент на то, что благодаря взаимодействию с вашей второй половиной у вас есть стимул, мотивация развиваться, больше зарабатывать. То есть для вас это как спусковой крючок. Поэтому здесь у вас все прекрасно. Смотрим 9-й дом. Что у вас по вопросам кармы? Здесь ложится туз жезлов. Прекрасная карта. Ну, тем более связана с кармой, кто бы сомневался. Почему? Потому что 9-й дом, как мы его называем, точка духа, это дом, который отвечает за интеллектуальную жизнь. Религию, путешествия, эмиграции, то есть поездка, переезды, смены места жительства или просто частые и длительные путешествия, дальние путешествия. Это изменение мировоззрения, это философские убеждения, это высшее образование, это авторитет в общественных институтах власти, это рост вашего авторитета, признание. Поэтому здесь по тузу жезлов это постоянная мотивация, это стремление познавать больше, учиться больше, понимать больше, возможно, идти в ногу со временем, менять свое мировоззрение, принимать новые философские убеждения, изучать новую культуру, новую веру, религию. Не обязательно, что вы будете ее менять, но вы просто хотите, знаете, владеть информацией. По принципу, кто владеет информацией, владеет миром. Опять же, с точки зрения адаптации на каком-то месте, несмотря на то, что как бы мы тяжелые на подъем, но по тузу жезлов, если вы ощущаете там прилив сил и что это место ваше, то проблем с адаптацией у вас никаких не будет. Поэтому здесь нет какой-то узловой кармической точки, здесь нет у вас проблем. Смотрим для вас 10-й дом. Что по 10-му дому? А вот здесь 5 мечей. Сейчас объясню почему. Вот здесь есть проблема. Поскольку 10-й дом у нас отвечает за карьеру, отвечает за точку цели, профессиональный, социальный успех,
А так как тельцы это такие работяги, вол, потому что вы четко понимаете, что вопрос развития карьеры, социализации напрямую влияет на заработок, для вас это первооснова. Если у вас нет профессионального социального роста и реализации, для вас это все. Это фактически как вопрос деградации, то есть только лечь и умереть. Это не обязательно, что вы должны пахать как лошадь. У вас может быть свой бизнес, какое-то свое увлечение, но вы должны получать здесь профессиональный рост, развитие и реализацию. Если этого нет, ну, вы фактически не чувствуете себя живым. Вот можно разобрать так. Будем смотреть, как вам проработать эту узловую точку, эту карму. По королеве жезлов это карта амбиций. То есть не просто прописывать себе амбиции, а прописывать четкий план, получать опыт, навыки и знания, которые помогут эти амбиции реализовать. То есть не просто лежать, мечтать на диване, строить какие-то планы, а пусть маленькие шажочки каждый день на ежедневной основе, но вы обязаны их делать. Плюс по двойке жезлов это всегда, знаете, говорю, иметь альтернативу, план Б. То есть не получилось по первому варианту, получится по второму варианту. Тем более, смотрите, дно колоды туз мечей. Человек волевой, вы умеете расставлять приоритеты, расставить точки над «и», делать правильный выбор. Вам самое главное вовремя решаться, услышите, вовремя, потому что вы долго запрягаетесь, да, но потом уже быстро действуете. Так вот, вам немножко нужно тут в этом плане ускориться, не быть вот этой вот расшатанности, чтобы ее здесь не было, а своевременно, быстро, разумно принимать решения. Ну и как следствие это касается в первую очередь вопросов реализации. То есть по принципу, если вы видите, что на текущем, допустим, рабочем месте застой, нет перспектив, то не нужно еще 5-10 лет сидеть, ждать у моря погоды, рассчитывать на какую-то стабильность, а нужно уже искать альтернативу, уже делать какие-то шаги для того, чтобы исправить эту ситуацию и, так сказать, найти свое место под солнцем. Смотрим с вами 11 дом, что у вас здесь. По 11 дому рыцарь монет, здесь все стабильно. 11 дом у нас точка социальности. Он отвечает за друзей, единомышленников, спонсоров, меценатов, покровителей. Это, в принципе, дом осуществления надежд, мечты. Это дом благотворительности, выигрыша, реализации каких-то идеалов. Так вот, о чем говорит здесь рыцарь монет. Если у вас и появляются в окружении друзья, единомышленники, меценаты, покровители, то это надолго. Потому что по этому аркану это отношения, которые вы устраиваете на долгосрочный период. Вы не раскидываетесь людьми в вашем окружении. То есть если вы, скажем так, уже хотите с кем-то выстраивать союз, то понимаете, что для вас это основательно. И второй момент. Опять же, вы понимаете, что пусть к осуществлению цели или мечты вам нужно идти длительно, но вы обязательно этого добьетесь, потому что рыцарь Пентаклей – это систематичность, это регулярность, это дисциплина. Это пусть медленно, но верно, то есть за счет своего трудолюбия, вот этого своего, не знаю, напора, настойчивости идти до конца, идти напролом. Поэтому здесь у вас проблем нет. И смотрим с вами 12 дом. Какова здесь ситуация? Но здесь ложится аркан маг. Нужно ли что-то здесь еще добавить? Сейчас объясню. Поскольку у нас маг – это точка одиночества, или, как мы называем его, дом тайн, глубинной памяти, уединения. Это, безусловно, может дом ограничения свободы, это работа в больницах, в приютах, в тюрьмах. Это проработка страхов, тайных связей, тайных врагов, получение оккультных знаний, осознание, проработка кармы, скрытых болезней. И здесь у нас еще ложится жрец. Ну что могу сказать? Большинство тельцов сами по себе, по своей природе являются, не могу сказать, что прям там все великие маги, нет, это не так, но людьми высокодуховными. Эзотерики, религиоведы, это могут быть духовные наставники, церковнослужители, то есть священники, это могут быть и йоги, это могут быть кармологи, нумерологи, то есть люди, которые так либо иначе являются просветителями душ. Вы можете быть репетитором, наставником, то есть основная задача нести знания,
нести мудрость. Вы можете быть квалифицированным врачом, то есть нести свет, выздоровление другим людям, восстанавливать других людей. Потому что, ну, по сути, 12-й дом, ну, тесно с вами связан, с вашей кармой, которую нужно прорабатывать. Ну, даже давайте посмотрим, как и в каком ключе. Что у вас здесь? Тройка чаш – это нести благо, нести радость другим людям. Посредством чего у нас здесь ложится башня и ложится рыцарь чаш. Здесь и дно колоды пятерка пентаклей. Когда человек в какой-то кризисной ситуации не может найти свет, то по башне, а смотрите, она здесь не разрушена. И здесь четко изображен маяк. То быть для него маяком, ориентиром в жизни, помочь выйти ему на этот свет. Потому что по рыцарю чаш подарить надежду, подарить возможность, дать какой-то толчок к реализации. То есть дать человеку вот этот вот, как запал, радость, идею. Опять же, если это касается реабилитации центров, то есть будь то больницы, приюты, восстановления, то создать людям ту зону комфорта, в которой они могут находиться, восстановить свои силы и ресурсы и, знаете, как бы жить дальше. Ну и, конечно же, поскольку башня – это еще дом изоляции, это медитации, это проработка, это в первую очередь необходимо для вас, это глубинная работа над самими собой. Поэтому вот такие у вас моменты, такая у вас карма. Я искренне верю в то, что информация вам будет во благо. Используйте ее во благо и себе, и другим людям, чтобы прожить легко это воплощение, проработать карму прошлых воплощений и, как говорится, наработать себе положительный бонус и плюс для следующих реинкарнаций. Поэтому пусть все проходит легко, будьте счастливы в этой жизни, здесь и сейчас, и используйте себе рекомендации Таро во благо.